Несмотря на то, что большая часть Монголии полна пустыней и лугов, на ее территории много рек и озер, в холодных водах которых обитает множество рыб. Они богаты жиром и, как результат, очень вкусные и полезные. На рыбалку в Монголию собираются рыболовы со всего мира. Сегодня мы разберем некоторые виды рыб, обитающих в монгольских водоемах, и ответим на главный вопрос: почему в Монголии так много рыбы? Уникальность монгольских рыбных запасов не только в рыбном изобилии, но и в видовом составе. Сиговые, лососевые, осетровые. Всего в Монголии встречается 82 вида рыб. В реках и озерах страны встречаются сибирский и амурский осетр, ясь, налим, плотва, хариус, ленок. Также распространена амурская щука, сазан, сик и другие рыбы. Заплывает в монгольские воды и белый амур. Главной по привлекательности рыбой Монголии является, безусловно, король сибирских и монгольских рек таймень. Таймень предпочитает стремительные горные реки с каменистым дном. Держится в омутах, ямах, под крутым берегом, в устьях притоков. Питается рыбой, мышевидными грызунами, насекомыми. Может охотиться на водоплавающую птицу. Достигает более чем метровой длины и массы более 80 килограмм. Кстати, интересный факт. Исторически таймень из всех лососевых имел самое широкое распространение по всему миру, от Баварии до Камчатки. Однако из-за крупномасштабных выловов и ухудшения экологических условий из многих бывших ареалов своего обитания таймень давно исчез. Теперь самые крупные особи тайменя обитают только в девственных водоемах России и Монголии. Поскольку таймень очень сильная рыба, то поймать его непросто. Попав на крючок, таймень долгое время продолжает борьбу с рыбаком. Нужны терпеливость и знание особых приемов, чтобы выудить тайменя. Именно за это его считают королем монгольской рыбалки. Ленок. Внешне несколько похож на тайменя, но тело более широкого строения, пятна по бокам более крупные, пасть небольшого размера. Окраска варьируется от серебристой до темно-фиолетовой. Предпочитает верховья быстрых горных рек. Держится в омутах, ямах, под крутым берегом, в устьях притоков, под завалами на реке, ниже перекатов, на плесах. Питается насекомыми, мышевидными грызунами, рыбой, лягушками. Достигает длины 70 сантиметров и массы более 6 килограмм. Ленок является самой древней из ныне обитающих видов форелей в мире. Днем он предпочитает отлеживаться в ямах со слабым течением, особенно в ясные погожие дни. А вот с наступлением сумерек крупный ленок, сонно стоящий в ямах, активизируется. Порой ленок конкурирует с тайменем за наживку. Обычно вечером и ночью это мышь. Как правило, ленок берет первым за счет численности и скорости. Также ленок менее пуглив относительно источников света, например, налобного фонарика. Еще одна популярная рыба Монголии – хариус. Он достигает длины в 65 сантиметров и массы до 16 килограмм. Обычно предпочитает стремительные горные реки с прозрачной холодной водой, выбирая для своих стоянок участки с каменистым и галечным дном. Глубоких и тихих мест в летний период, как правило, избегает, а к зиме скатывается в ямы. Хариус – хищник и относительно всеяден. Весной и в начале лета предпочитает червей, ручейников, паденок, стрекоз. К середине лета переходит на питание комарами, слепнями, мухами, кузнечиками, мошкарой, муравьями и подобными насекомыми. Зимой кормится донными организмами и насекомыми, мальками других рыб, а также их икрой. Поскольку хариус очень осторожная рыба, то редко берет на блесны и воблеры. Но в Монголии он активно клюет на них. Например, это вращалки средних размеров с лепестками синего или темных цветов. Однако главным инструментом в ловле хариуса является сплетня. Сплетня состоит из 2-3 пенопластовых поплавков, соединенных леской. По всему участку лески между поплавками равномерно распределены несколько поводков с плавающими поверху искусственными мушками. Поводки длиной не более 7 сантиметров с мушками привязывают от поплавка через каждые 30-40 сантиметров. На одной снасти мушек набирается до 10 различных форм и расцветок, что очень удобно. Не надо перевязывать и подбирать наживки. Обычно на эту снасть попадаются особи от 100 грамм до килограмма. Порой каждый заброс — это 1-2 хариуса. Так почему же в большинстве монгольских водоемов можно гарантированно рассчитывать на добротный улов?
Первая причина – это отсутствие большого количества рыбаков. Местные жители почти не употребляют рыбу в пищу. Население Монголии очень сильно расселено по бескрайним степям. Соответственно, желающих поймать рыбу на один водоем в 1000 раз меньше, чем, например, в России. Да и заняты они в основном выпасом скота с утра до ночи. В связи с чем нет необходимости промысловой добычи рыбы для населения. Вторая причина – это труднодоступность водоемов. В сельской местности очень плохие дороги. И дороги эти то сливаются в единую, то расходятся на несколько разных дорог. А какая конкретно нужна, непонятно. Поэтому проехать по Монголии несколько сот километров за один день – это тяжелое испытание для транспорта и человека. Так что привычные для нас расстояния становятся значительно длиннее, а время, проведенное в пути на преодоление этих километров, очень растягивается. Третья причина – законы, которые строго соблюдаются. Основной урон от браконьерства наносится именно во время нереста. В Монголии существуют достаточно строгие запреты на ловлю в это время. Также есть особо охраняемые места, где рыбалка разрешена только по специальным разрешениям. В большинстве случаев все эти законы соблюдаются как местными жителями, так и туристами. Мало кто-то из туристов захочет иметь дело с представителями власти другой страны. Помимо прочего, вывоз рыбы из Монголии строго запрещен. Совокупность всех вышеперечисленных факторов сделала рыбалку в Монголии действительно уникальным явлением. Друзья, спасибо за просмотр. Для желающих поддержать выход контента ссылки в описании. Ну а мы не прощаемся.